Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня у нас с вами Marvel Snap и колода на карте Черный Лебедь. Черный Лебедь я выбил из сундука за ключ. При раскрытии до конца следующего хода ваши карты с базовой стоимостью 1 будут стоить 0. На самом деле карта сильная, со статами 3-5 и таким крутым эффектом. Но на третий ход мы ее разыгрывать не будем. Мы ее будем разыгрывать либо на четвертом ходу, либо на пятом ходу, где-то в том районе. Итак, по карточкам. Бишоп 3-1 получает +1 к силе каждый раз, когда мы разыгрываем карту. И силач получает +6 к силе каждый раз, точнее, когда у нас в руке не более одной карты. И в этой игре мы будем разыгрывать практически все карты всегда. Санспот у нас для старта. Это единичка, которую мы разыгрываем желательно на первом ходу. Если он, конечно, заходит, он будет собирать всю неизрасходованную ману, так как дальше мы будем пропускать ходы. Второй ход точно пропускается, у нас нет двоечек. Единички мы бережем под черного лебедя. Бишоп при возможности выставляется на третий ход. И также неважно когда, можно на третий ход, можно там на четвертый, на пятый выставлять вот этого парня, силач. Потом, после выставления черного ангела, черного лебедя, у нас удешевляются единички, и мы можем за раз их все выкинуть. Тогда прокачивается наш бишоп, который уже должен стоять на столе. Плюс падает стоимость со сквотча, и на следующий ход можно будет сыграть со сквотча. Нужно быть осторожным с мученицей, поскольку она имеет интересную способность перемещаться в конце матча на локацию, которая приведет к вашему проигрышу, если это возможно. Но так как мы разыгрываем все карты, то, скорее всего, у нас локации будут заняты. Сейчас потестируем, если локации все-таки будут свободны, тогда можно заменить Электро, например, на Белку. В такой сборке Баст он не особо заходит, поскольку у нас есть карты 3-5, вот 4 силы, 10 силы, и он может их испортить. Я даже думаю, что Электро здесь будет похуже, чем Белочка. Давайте сразу возьмем Белку, Squirrel Girl, которая будет приносить нам больше единичек. Это под Казара, если что. Ну и для мученицы, чтобы ей было меньше возможностей перемещаться. Сосквотч и Халк ситуативные карты. Сосквотч играется после единичек тоже на следующий ход. А Халк, женщина, играется, например, мы сыграли на четвертом ходу черного лебедя, на пятом выкинули множество единичек за бесплатно, да. У нас удешевился сосквотч, но мы и ману не потратили. Тогда мы закидываем одновременно сосквотча и женщину Халка. Сейчас посмотрим, как это работает на практике. В теории довольно интересно. Я бы не сказал, что эта колода прям сверхсильная, но играть должна. Можно попробовать сюда засунуть Гильгамеша. Но я все-таки думаю, что с Гильгамешем есть сборочки посильнее. Лично карточки со стоимостью 6 стоят на 1 меньше. Единички мы пока не играем. И есть у нас черный лебедь.
Кстати, мученицу с человеком-муравьем не кидайте в одну локацию, поскольку если мученица сбежит, то она сильно заберет статы на локации. Это -5 и это минус баф Антмена. А вот мы можем разыграть уже женщину Халка, поскольку мы, так скажем, берегли ману. Так, сейчас у нас есть Казар, есть Сосквотч. Давайте подумаем, если мы сейчас сыграем черного лебедя, на следующем ходу у нас вылетают 3 единички Казар, на шестом будет Сосквотч. Ну, давайте сыграем черного лебедя сейчас. Противник задумался немножко. Я думаю, сейчас нужно играть Казар. Вот так, вот так, вот так. Нет, 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 нет. Почему нет? Я хочу сделать так, чтобы белочка ушла в первую локацию, поэтому мученица пойдет в правую. Сейчас сколько мы карт разыграли? Раз, два, три, четыре, пять. 5 карт сыграли, и Сосквотч у нас должен выйти за 0 на следующем ходу. Видим, мученицы перемещаться некуда. И это победа. Поздравляю! Достаточно неплохо. В принципе, мне даже нравится эта колода. Конечно, хочется, чтобы еще зашел нам Бишоп. Очень интересная у него тоже механика для этой колоды. Но мы справились и без него в этом поединке. Так, со старта залетает нам Sunspot. Sunspot это хорошо. Так, а вот это уже плохо, что локация, на которой карточки будут уничтожены с вероятностью 25%. Это слабовато, слабовато. Так, после четвертого хода все карты перемещаются на одну локацию вправо. Это хорошо. Таким образом у нас получится заспамить центральную локацию.
У противника колода, которая призвана портить нам игру. Постараемся с этим справиться. Ну, давайте сейчас мы сыграем... Так, если мы играем лебедя, тогда всего 2 единички у нас маловато. Тогда нужно играть казар. Играем казара. И лебедь будет выходить на 5-м ходу. Куда ж тебя ставить, лебедь? Wind, aid my hand. Opponent snapped. Сейчас у нас есть варианты. Вариант закидать 3 и можно даже кинуть мученицу вправо, да? И санспот апнется и заберет центральную локацию. Либо же кинуть женщину Халка. Мученицу нельзя кидать налево, потому что она убежит от Антмена. Тогда давайте мученицу кидаем вправо и... Даже я сделаю вот так. Не знаю, возможно, это плохое решение. Возможно. Но так Санспот точно заберет центральную локацию, и тогда мы либо заберем левую, либо правую. А может и не заберет Санспот. Да, Санспот не справился. Это было поражение. Было бы правильным решением сыграть Щихалк налево, а мученицу направо. Тогда это была бы победа. Но это тактическая ошибка. Колода в этом не виновата. В этом виноват я. Продолжаем. Пока счет 1-1. Но все мы видели, что на самом деле колода была способна выиграть и во втором поединке. Снова у нас заходит Санспот. Сразу его играем. О, X23. Тут может быть дестрой у противника, и это рискованно, так как в дестрой часто берут уничтожение единичек, карточку за 3. Поэтому нам повезло с локацией, что здесь нельзя уничтожать карты. А единички пока разыгрывать мы не будем. Продолжаем пропускать ходы. Enough said, bub. У противника карты тоже перемещаются на центральную локацию, где он их уже не сможет уничтожить. И здесь, на 3-м ходу мы можем разыграть Шихалк, что выглядит очень даже хорошо.
Пятый ход, нужно играть лебедя. Давайте справа сыграем лебедя. Заходит нам куча единичек, и мы можем сыграть со сквотча также. Но, наверное, даже будет выгоднее сыграть не со сквотча, а как раз-таки силача, потому что 3 плюс 6 это 9. Относительно со сквотча разница 1 единицы силы. Но при этом у нас на больше маны апнется Sunspot. Поэтому муравей идет влево, силач идет влево, Opponent белка идет в центр. Это тоже идет в центр, а Айсмен идет вправо. Даже не так. Даже вот так. Там же еще белочка будет, чтобы забрать локацию. Oh, snap. Это победа. Это победа. Victory. Все очень просто и элегантно получилось. Это такая комфортная колода без каких-то сложных ком, когда вы просто хотите поиграть. Но она не дает прям таких разносов, наверное, она просто стабильная, без каких-то там оверсилы, там где у вас по 300 на каждой локации будет. Кладет по карте из руки. Ну что ж, с Санспотом мы играем. Белочка. Жалко, было бы лучше, если бы это была Халк. Live from the Daily Bugle. Еще лишняя карта. Ну, ее можно сыграть. Почему? Потому что это не единичка. И что так мы получаем 2 силы на стол, что так мы получаем 2 силы на стол. Ой-ой-ой, ну тут я сдаюсь, короче. Слишком заспамили стол. Я за 3 ячейки не смогу отыграть. Здесь отступаю. Escaped. Колода, кстати, очень уязвима против уничтожения единичек, поэтому если у вас есть карта, которая их может сохранить, можете добавить ее сюда. Прикольно, что нам заходит и Sunspot, и наконец-то Бишоп впервые. До этого его у нас не было. Бишопа мы обязательно сыграем на 3-м ходу, чтобы вы увидели, как круто он играет здесь, даже сейчас на 2-м.
как круто он играет здесь, на этой колоде. И даже не просто бишопа, а еще и силача. В единичек у нас остается, к сожалению, санспоты выбивают, но это не критично. Кстати, теперь, если мы разыграем на... сейчас надо подумать, как это правильно сделать. Я думаю, получится ли у нас Инфинаута сыграть или нет. Но если нет, придется разыгрывать все остальные карты, стараться, для того, чтобы у нас силач отработал. Не заходит нам, получается, черный лебедь. Поэтому придется играть Инфинаут. Либо женщина Халк плюс единички. Да, сыграем мы женщину Халка плюс единички. Сюда закинем... Давайте Казару закинем. Свина. Будет еще один ход. Вот это прикольно. На следующем ходу, если мы сейчас пропустим, мы можем выставить 30 силы. Это будет She-Hulk плюс Инфинаут. Был бы Санспот, было бы вообще круто. Куда кидать Инфинаута? Я думаю, что сейчас здесь будет Один, который разыграет еще раз эффекты при раскрытии. И тут полетят бафы какие-нибудь. Поэтому Инфинаут идет направо, Щихалк налево и Белочка. Белочка под Казаром нам принесет сколько там, 5 статов или 6. Или даже 7. Hello! Can you understand me? Вот так круто забрали победу. Victory. Хотя много ходов было пропущено и, казалось бы, сыграно неэффективно. При этом не зашел черный лебедь, и мы его не сыграли. Но это не помешало нам победить. Свин, кстати, здесь может быть и не очень эффективен, поскольку
карты мы разыгрываем единички на последних ходах, и то, что он там испортит противнику, но он может и что-то важное испортить. После третьего хода добавляется скала на сторону проигрывающего игрока, поэтому играем бишопа. На четвертом сыграем Казара. Ай-яй-яй. Все-таки скала летит к нам. Можно сыграть и сейчас Шихалк, но я думаю, ее получится сыграть эффективнее. Так, пятый ход. Теперь нужно играть черный лебедь. Opponent Сила самых сильных карт удваивается. А самыми сильными у нас окажется здесь Щихалк. Ну, пока что. В центре. Играем вот так. behold my mighty hand. Что тут будет сейчас? Железный человек? Так, у нас играет... Все, в принципе, у нас играет. Так, куда же тебя, куда? Нет, нет, нет. Сейчас. Давайте мученицу сюда. Санспота влево, а вот этого парня вправо. I am Iron Man. У нас Бишоп прокачался очень сильно за то, что мы очень много карт сыграли. И это позволило нам забрать 2 из 3 локаций. Хотя выглядело все так, будто проиграем. Интересно, удалось ли удивить соперника. Сразу нам дают баф на ману, поэтому мы сразу играем Бишопа и сразу играем Санспота. Пропускаем ход. На третий у нас выйдет силач.
Можно будет на замок Зема подкинуть противнику единичку 1-5 мученицу, чтобы она в конце игры переместилась на локацию, которая приведет к его поражению. Если она, конечно, зайдет. It's clobbering time! Лебедь, лебедь и лебедь. Сможем ли мы побороться за левую локацию или нет? Думаю, нет. Но там Бишоп, конечно, может немножко зарешать. Свин. Раз. А вообще-то мы, по-моему, мы можем побороться и за левую локацию в том числе. Это закинуть сюда Антмена и Щихалк. Секундочку, отменить все действия, отменить. Тогда мы не будем кидать направо ничего, чтобы здесь как минимум была ничья, или ему приходилось туда ложить карту. Вот так. Бишоп на 2, здесь 6, плюс 8, плюс 10, плюс 18 будет силы. Это будет 25. Но я не знаю, его Халк еще, возможно, апнется, да? Нет, похоже, все-таки эту локацию мы сольем. Тогда еще раз я делаю отмену. И играем направо. Все-таки у меня такое чувство, что он сейчас будет забирать именно центральную локацию, поэтому наверняка Escaped! нужно было Щихалк ложить в центр. Я вообще случайно сдался, я не хотел. Так, что-то рука туда потянулась, не знаю. Здесь пока хорошо. Санспот, черный лебедь есть. Кидаем санспота сразу в левую локацию и пускай собирает. То, кстати, интересно. Несмотря на вот это вот удорожение в стоимости Антмена, после черного лебедя он будет стоить все равно 0. Гисопа можно сыграть. Даже не можно, а нужно. Вопрос куда? Давайте в центр. Так, четвертый ход. И если мы сейчас играем... Если мы сейчас играем лебедя,
тогда мы можем сыграть кучу единичек на следующем ходу и на последнем выставить со сквотча бесплатно. И, например, Щихалк, если она зайдет. Так, по-любому нужно играть Спайдерхам. Я думаю, мы превратим Одина в поросенка. Мы даже сейчас со сквотча можем сыграть. Вопрос только куда. Можно со сквотча и не играть. Можно подождать ход. А потом у нас остается только одно место. Поэтому белку я играть не буду. И со сквотча у нас будет стоить сейчас 1 ману. Белку, если что, на следующем ходу разыграем. И Халк 1, Сосквотч 2 и Белочка 3. Белочка нам приносит 7 статов плюс баф на Антмена. А нет, она 7 не принесет, потому что у нас нет Казара на столе. Но здесь так вот прекрасно, в принципе, разбирается. Are ye worthy? Все-таки левую локацию мы не забираем. Are ye И worthy? центральную тоже не забираем. Слишком. Но если бы Спайдерхам попал в Одина, то мы бы победили. А так это вышло поражение. Все равно, несмотря на простоту колоды, можно сказать, даже ее примитивность, она мне нравится. Я чувствую в ней какой-то потенциал. Она очень стабильна. Ну, нет такого, что вот, например, как на колоде с факелом, не зашли карты и играть невозможно. Тут можно играть в любом случае. Вон, сейчас у нас нет санспота, но у нас есть Щихалк, которую можно на первом же ходу выкинуть, потому что, а почему бы и нет? То же самое можно было бы бросить санспот. Вот, противник вообще идеально сыграл. На первом ходу разыграть инфинаута, это же мощно. Эту карту тоже играем, потому что она нам вообще не нужна в руке. Она не станет 0 стоить. Противник ничего не разыграл. Казар или санспот? Ну, наверное, Казар. Сейчас на 5-м ходу пойдет черный лебедь.
Ай-яй-яй. Ну да, в любом случае нужно играть черного лебедя именно сейчас. И драть бишопа. Opponent snapped. Так, мы можем выставить 2 троечки и кучу единичек. Бишоп. Догоним ли мы столько очков? Так, раз, два, три, четыре, 5. Бишоп будет на 6 единиц силы. Маловато. Бишопом можно забирать центральную локацию. Санспот будет на 0, он просто для бафа самого Бишопа. А, нет, он не будет на 0, благодаря Казару это будет чуть-чуть больше. Так, если мы сейчас сюда выставляем вот этого парня, вот этого парня, вот этого парня и сюда очки. Есть шансы забрать центральную и левую локацию. Snap. Все-таки не забираем мы левую локацию, и это приводит к поражению. Но не так уж и далеко. 27-31 достаточно близко. Это при том, что здесь инфинаут стоит. Разыгранный, можно сказать, бесплатно. Заходит нам Бишоп, заходит нам Силач и Айсмен. Ого! Так, и Сосквотч есть даже. Но единички пока не трогаем. Нам главное разыграть Бишопа и Силача. Дать энергии на этом ходу. Это хорошо. Это позволяет нам как раз разыграть и Бишопа, и Силача. Вот так. Так, противник вытаскивает у нас карточку. Интересно, что он вытянул. Баф на карты. Это прям окей. Это прям здорово. Ну, Санспота нужно разыграть уже. Он будет прямо сейчас получит баф на 2 силы. О, у противника тоже колода на черном лебеде. Можно, кстати, сравнить. Есть Кейбл, который вытаскивает карту из колоды противника. Есть случайные карты. Но это рандом. Это рандом. Не факт, что черный лебедь удешевит те карты, которые он достал. Вообще не факт. Поэтому я считаю, что мой вариант пока лучше. Но посмотрим по итогу. А, кстати, возможно, он вытащил моего черного лебедя. Возможно, это мой черный лебедь. Если так, то плохо. Ну как плохо? Мы-то сыграем. Мы-то сыграем. Вот так, целую кучу карт выставили. У нас сейчас Сосквотч должен быть практически бесплатный.
Чутка не хватило. Надо еще 4 карты разыграть, но у меня только 2. У меня только 2. Так, погодите-ка. Погодите-ка. Сейчас надо посмотреть, чтобы наша мученица не свалила отсюда, и мы не проиграли. Snapped. Придется играть так. Но мы проиграем в любом случае. Так она останется на месте. Мы заберем только одну локацию. А, секундочку. Я знаю, что сделать, чтобы она не свалила. Наверное. Вот так. Но нет, она все равно свалит. Ах, это еще одно поражение. Хотя здесь еще санспот есть. А все-таки у противника не на черном лебеде, а на спаме собственной руки у него вот за счет этого динозавра. Сколько же нам очков не хватило для победы? 4, да? Но это был интересный матч. И хотя я немножко откатился по рейтингу, играть мне понравилось. Колода очень прикольная, я рекомендую попробовать. Возможно, какие-то карты вы замените и сделаете свой вариант колоды. Но мне нравится то, что я собрал. Всем спасибо за просмотр, за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.